Здравствуйте, сталкеры! С вами Hornet Reaper. А сегодня у нас 12-я подборка секретов и багов Тени Чернобыля. Ну что ж, поехали! А начнем мы вот с такой детали. Выполняя несколько заданий от Лукаша, мы становимся членом группировки Свободы. И это единственное, кому, кроме Сахарова, можно продавать артефакты по полной стоимости. Перейдя на сторону свободовцев, наемники и бандиты для нас становятся нейтралами. А за артефакты наемники предлагают самую низкую цену. Она типа у бугров будет спросить, что за ужасы такие новые, вообще непонятно, кабаки и девки. Не, ребята, это баян. У вас же так принято, да? А теперь парочка советов по стелсу. Прыжки в сидячем положении не издают никакого звука. Таким образом мы можем намного быстрее двигаться в непосредственной близости от врага, нисколько не увеличивая заметность. И еще один момент, как влияет сложность на нашу заметность. А влияет она ровно никак. Специально для тех, кто не в курсе, за дверью около Арни находится не та арена, на которой мы сражаемся. Группировка всех врагов на арене — наемники. Ну что ж, а теперь переместимся на карту ЧС-2. И здесь я вам покажу несколько срезов, оставленных разработчиками. Мы помним, что пройдя через этот коридор, появляется много врагов. Чтобы этого не было, можно срезать этот коридор таким путем. А если мы пойдем дальше по этим трубам, мы найдем еще больший срез в виде невидимого портала, о котором я подробно рассказал в одном из предыдущих видео. Кстати, подходя к этому коридору, срабатывает спавн на РПГшника. Разработчики даже не потрудились скрыть его. Но видимо он сам понял, что спалился. Еще один срез там, где мы убиваем двух снорков. С этой крыши мы должны прыгнуть в портал. Но если нам не жалко свои коленки, можно сделать так. Таким образом мы срезали два портала. А здесь, не залезая в этот портал, выполним такой трюк. Таким образом мы срезали целых 4 портала. Меченый.
Какого черта? Теперь покажу хороший срез на крыше восточного здания, там где последний портал. Сюжет предполагает бежать нам поверху зигзагом, прежде чем мы доберемся до конца. Но если мы воспользуемся этими трубами, то можно все это избежать. Ну а теперь перейдем к багам из этой серии. А что, так можно было, что ли? Саркофаг. Твое желание. Мы знаем, что здесь за стенкой куча монолитовцев. Иди ко мне. Если мы вплотную подойдем к стенке и бросим гранату, то она пролетит сквозь нее. Это работает абсолютно на любой стенке, а в данном случае это можно применить. В прошлых видео я говорил о баге номер 58, когда мы засовываем ствол в петли закрытой двери. При этом она открывается. Сейчас я вам покажу еще кучу способов, как можно сломать дверь. Так как в эту дверь постоянно кто-то стучит, ее можно сломать гораздо проще, вставив любой ствол в просвет двери перед ударом. По аналогии с дверью в бункере Сидоровича, Путь почти любую завершен. такую дверь можно сломать за счет сейва. Для этого встаем вплотную в месте, где она должна открыться, ударяем ножом и нажимаем быстро сохранить. И после загрузки замок не срабатывает. То же самое произойдет, если мы за счет любого ствола не дадим ей полностью закрыться. И при этом сохранимся и загрузимся. Используя баг гранаты, можно также сломать дверь. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. И еще один способ. Вот опять наш любитель валяться мертвым. Арни, сука, я хочу на арену. Но ты все равно мне поможешь. Защитить мир от растущей зоны. Вернемся на ЧС-2. Да, кстати, не прыгайте в телепорт. Может получиться вот так. А если прыгаете, то делайте это максимально уверенно. Что я хочу показать? Используем максимальную высоту на этой карте, с которой можно прыгнуть. Хотя нет, что-то низко, давайте повыше. Так, ну и сколько у нас? 105 метров. Не поверите, но армейский костюм позволяет пережить падение с такой высоты. Надо рассказать об этом десантникам. Кажется, я пятку сломал. Хотя не беда. Съедим аскорбинку и бежим дальше. Да, и кстати, хватит меня презирать за то, что я его не кормлю. Вот, смотрите, я его иногда кормлю. Чтоб ты обосрался. Теперь покажу вам несколько срезов за счет багов. За счет прыжка в портале мы срезаем 6 порталов. Помните эту длинную лестницу в самом начале? Так вот, на нее можно забраться с помощью бага номер 55.
И несмотря на то, что большей части ступенек здесь нету, прыжками либо ползая по перилам мы можем добраться до самого верха. Используя сотый баг выхода за текстурой, мы можем срезать, прыгая из запретных текстур в порталы. Например, прыгая сюда, мы срезаем 2 портала. Отсюда же можно использовать самый дерзкий на сегодня срез. Проходим по крыше и с верхней точки прыгаем в тот проход. Ниже прыгнуть не получится, так как мы упремся в невидимую стену. Таким образом мы здесь уже срезаем 9 порталов, то есть вообще большую часть. Ну а по пути к последнему порталу мы можем использовать такой вот полубаговый срез. Только держаться здесь нужно очень осторожно. Есть еще один срез, но я пока его раскрывать не буду. В одном из следующих видео покажу полное прохождение этой карты, используя честные срезы. А пока у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи.